Богатство, слава, могущество. Человек, который имел все на свете, Золотой Роджер, шел к своей смерти. Эй, король пиратов! Куда ты дел свое сокровище? Оно где-то на Гранд Лайн? Оно ведь есть у тебя, не так ли? Величайшее сокровище мира! Твое особое сокровище! One Piece! Мои сокровища. Берите их, если сможете. Теперь вы знаете, где я их оставил. За свое длительное существование One Piece получил множество достижений. Самая популярная манга, очень высокие продажи и рекорды по просмотрам аниме. One Piece является частью так называемой Большой Тройки, в которой также входят Наруто и Блич. Всего за 27 лет существования набралось уже более 1000 эпизодов и глав манги, сюжет в которых не перестает удивлять фанатов и по сей день. Ну а экранизация стала результатом желания заработать на известном бренде и продвинуть One Piece на запад. За производство адаптации отвечали компании Netflix, Tomorrow Studio и Shueisha. Создателями проекта выступили Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда. Ода же выступил исполнительным продюсером проекта, наряду с генеральными директорами Tomorrow Studios. Премьера сериала состоялась 31 августа 2023 года, спустя 6 лет после анонса. Экранизация была тепло встречена как фанатами, так и кинокритиками, моментально получив продление на второй сезон. Сюжет первого сезона посвящен приключениям пирата Монки Ди Луфи, отправившегося в полной опасности океан, чтобы найти One Piece, легендарное сокровище короля пиратов. По пути к большому и опасному океану он находит друзей и напарников, которые помогают ему в плавании. Однако героев преследует морской дозор. К тому же они не единственная пиратская команда, которая охотится за One Piece. Связанные узами крепкой дружбы, пираты Соломенной Шляпы готовы к путешествию, а также к борьбе за свои мечты. Сюжет адаптации хоть и берет основные события манги, однако интерпретирует их на западный лад. Изрядная доля японского драматизма и эмоций в экранизации просто-напросто отсутствуют. Многие сцены изменены в угоду собственного сюжета, а другие просто выкинуты для сохранения хронометража. При этом авторы вырезают как незначительные события и персонажи, так и те, что в дальнейшем окажут немаловажное влияние на мир One Piece. С другой стороны, если воспринимать происходящее как фантазию, созданную по мотивам, то от адаптации можно получить хоть какое-то удовольствие. Однако видно, как авторы старались ужать сериал и жертвовали ради этого тем, что было важно и хорошо работало в первоисточнике. Но там, где адаптация следовала сюжету оригинала, драма и интерес значительно увеличивались, за что их можно похвалить. Похвалы, однако, недостойны персонажей адаптации. С ними у меня возникает наибольшее количество проблем. Да, адаптация требует их изменения в угоду современных трендов и авторских фантазий. Однако порой сценаристы попросту забивают на характер и поведение оригинальных героев. Как пираты Соломенной Шляпы, так и все остальные здесь являются более западной, американизированной версией самих себя. Их мотивации и развитие свелись в сериале к довольно плоской и невыразительной пародии. Из-за подобного подхода пострадали и актеры. Даже до выхода сериала все удивлялись кастинговым решением Netflix. Хотя для меня использование современных тенденций
совсем не стало удивлением, а вот актерская игра стала. По мере просмотра заметно, как актеры не совсем понимают, кого они играют, и зачем вообще их персонажи поступают тем или иным образом. Здесь появляются искривления и неубедительная актерская игра, а вместе с ней и банальное непонимание своих героев. Немаловажную роль здесь играет окружение, качество которого скачет от каких-то пластиковых игрушек до реалистичных и красивых пейзажей. Костюмы и грим показались мне средними. Да, они хоть и отражают оригинал, но зачастую выглядят слишком нелепо на реальных людях, что особенно касается рыболюдей, которые, мягко говоря, не удались, превратившись в каких-то ботоксных чудовищ. Большим плюсом здесь оказалась хореография боев. Наконец-то драки без сотни склеек и с вполне неплохой постановкой. Да, они не похожи на аниме, но тем не менее представляют из себя вполне качественный элемент сериала. Но что касается графики, она здесь приемлемая. Не особо вырвиглазная, хотя и реализация всех будущих сложных мест, персонажей и способностей с подобным исполнением может оказаться камнем преткновения, как для создателей шоу, так и для фанатов. Музыка здесь мне показалась неплохой, но никаких удивлений не случилось. Это все те же старые мотивы или их интерпретации. По итогу именно персонажи и эмоции — это то, что у сериала получилось хуже всего. Да, кастинговые решения не особо удались, но передать эмоции и характеры героев не получилось практически полностью. Чему еще и способствует сценарий, оно и понятно. Японцы знают толк в эмоциональности и драме, что с трудом можно перенести на западные экраны. Иначе это будет смотреться просто-напросто глупо и нелепо. Так, One Piece получился не идеальной, но приемлемой адаптацией оригинального произведения. Здесь много недочетов, но сериал выполняет главную функцию. Он вполне неплохо привлек западную аудиторию, и его было интересно смотреть. One Piece получил еще больше заслуженного внимания, и я рад, что у Оды все снова получилось. Остается надеяться, что Netflix не смогут окончательно уничтожить все оригинальные идеи автора своим бездушным подходом, и в будущих сезонах исправят все свои ошибки. One Piece — это по-настоящему легендарное аниме, и я рад, что благодаря новой экранизации об этой истории узнает еще больше людей, ведь мечты людей никогда не исчезнут. Ну а финальная оценка 6 из 10. На аниме. Всем привет, друзья! С вами снова Петя в кино. И как вы уже поняли, сегодня у нас обзор на сериальную адаптацию. Всем привет, друзья! И как вы поняли, сегодня у нас обзор на сериальную адаптацию аниме One Piece. Погнали! Ну что ж, друзья, таким вот и получился обзор на сериал One Piece. Теперь подробно порассуждаем, что там у них получилось. Начнем мы, наверное, с сюжета. Сюжет, как я и сказал, он очень сильно ужат в сравнении с аниме. Да, там сколько они, 70-80 серий аниме вместили в несколько серий, да, меньше 10. Получилось ли это качественно? Ну, мне кажется, да. Качественно с той стороны, что действительно история в целом похожа, но в то же время это не она. И вот я стараюсь просто рассуждать как зритель, который никогда не смотрел One Piece. Если так, то, конечно, это вполне себе неплохая история. Не без огрехов, иногда смешная, иногда нелепая, иногда глупая, но вполне неплохая. Даже я могу понять, почему люди могут поставить 7 или 8. Однако, как любитель One Piece, я читаю мангу One Coin и смотрю аниме. Мы, кстати, с Юлей начали его тоже недавно пересматривать. Еще раз. Юля не смотрела, я смотрел, поэтому я пересматриваю аниме. Вот. И как раз легче вот эти эмоции сравнить от аниме и от сериала. Потому что вот эта эмоциональность, ее действительно не хватает в сериале. Они сделали все вот западным уклоном, западные клише, западные вещи, даже западные актеры. Хотя в One Piece вообще нет такого, что персонажи все японцы или еще кто-то там. У всех разные национальности были в нашем мире, потому что это там не реалистичный мир. Не наш, в смысле, не Земля. Сюжет здесь пытается вместить в себя, ну просто невместимое. Да, 80 серий аниме, и поэтому попадает под нож все. Персонажи, арки, герои, характеры, и как-то все ужимается, и получается по итогу, ну, черти что вообще.
есть иногда это смотреть интересно, потом ты смотришь, и какой-то чушь появляется, и что? Извините меня, что? Вот такие эмоции. Например, это касается Гарпа, который почему-то в этом сериале, где он дедушка главного героя, который такой крутой, сильный, на уровне с королем пиратов сражался когда-то. Вот. Но в этой адаптации он почему-то какой-то манипулятор. Он ходит, он нашел Коби, такого розоволосого мальчика транса, в адаптации, потому что это Netflix, вы должны были бы привыкнуть. Им как будто бы манипулирует все время, что-то хочет, что-то делает, что-то какой-то негативный чувак, мне не понравился. И плюс к тому, он хочет убить своего внука Луфи, главного героя, который, его внук, он бы никогда так не сделал. Но в этой адаптации возможно все. Команда Усопа, там, да, 3 малыша вот эти, их вообще нету. Охотники за головами, которые были Зоры, их вообще нету. Рыба-люди появляются в Барате вообще, просто так. Вот ты смотришь, если не знаешь сюжет, то окей. А если знаешь, что ты такой, что-то не так. Это какой-то эффект зловещей долины только по отношению к сюжету, я не знаю. Что-то это неестественное, вот вырванное как будто из контекста и помещенное в какую-то рандомную историю, которая пытается быть той самой историей. Но, увы, это не она, и даже близко. Вот. И так как One Piece я люблю, для меня это была неровная битва, и экранизация ее, конечно, проиграла. Хотя не буду скрывать, что вот первая серия мне совсем не понравилась, но где-то вот вторая, третья, что-то там было чуть поинтереснее, как будто такое вот нарастание интересности произошло, а потом вот под конец, когда уже рыба-люди и все остальное, как-то наоборот спал. Не знаю, с чем это связано, но у Netflix часто такое, что они затягивают сериалы. Здесь такой проблемы не было, материала много, материал нужно адаптировать, и адаптировать желательно хорошо. Но в этот раз адаптация, скажем так, не лучшая. Почему-то все теперь начали говорить, что One Piece это лучшая адаптация аниме. Извините, а Алита боевой ангел? Окей. Фильм, может быть, не зашел, не собрал сборов достаточно, хорошо, но есть же Бродяга Кенши, тоже хорошая. Есть какой-то японский фильм про тетрадь смерти, я помню, старый, тоже неплохая экранизация. Плохая. Поэтому это все, конечно, манипулирование фактами. One Piece это не лучшая аниме-адаптация, однако это вполне неплохой, опять же, сериал от Netflix. Повестка есть, персонажи, слава богу, пока не сменили пол, хотя насчет Коби я не уверен, потому что вроде как это какая-то небинарная личность, я это не хочу обсуждать, просто смирился с этим. Вот. Но самое вот, что мне не понравилось по поводу, например, каких-то костюмов и грима, кроме рыболюдей, это, например, брови Санджи. Кто не знает, у Санджи он генетический ребенок, да, модифицированный, грубо говоря, у которого брови вот такие завитушки. Ну почему их нельзя было нарисовать или как-то сделать? Ладно, нос Усопа, который у него вот такой нос. Ну, про это тоже забыли. Почему? Да фиг знает. На самом деле, мне кажется, что Netflix взвалили на свои плечи вообще тяжелейшую ношу. Потому что как они будут экранизировать дальше всю эту историю? Во-первых, там 1000 глав и 1000 эпизодов. 1000 плюс уже и того, и другого. И там столько событий, столько других способностей. Там люди горят, превращаются в животных. Там буквально 90-сантиметровый олененок, который станет частью команды Мугивар. Как вообще, позволить бюджетно это сделать, я, вообще не представляю. И самая большая проблема, вот что самое настораживающее, что должно насторожить и вас, если вы будете это смотреть или ожидать следующие сезоны, а как они будут экранизировать дальше, если они уже начали менять события, которые происходят в истории. То есть сейчас история самого One Piece, настоящего нашего One Piece, вот определенные события. Netflix же берет какие-то события отсюда, вставляет их сюда, вот эти события убирает, вот это сюда добавляет, и вот получается такой новый, временная линия новая, вот такая получается.
Вот. Но при этом, когда мы вот здесь что-то поменяли, уже и здесь поменяется. И, соответственно, чем больше они сейчас вот поменяли в первом сезоне, тем больше им придется адаптировать не только саму мангу, но и то, что они тут наворотили дальше. И так больше, и больше, и больше, и, ну, и вот это вот все как снежный ком, эти изменения накопятся, и по итогу это будет вообще совершенно другое произведение. Другие персонажи, другие арки, какие-то, что-то где-то появляется, но при этом это не то же самое. Да, это и есть адаптация, потому что нельзя напрямую экранизировать One Piece, но тем не менее, потому что хочется как бы вот помечтать, что когда-нибудь было бы хорошо, что была бы какая-то крутая адаптация, где будет все, где аутентично все сделают. Но, увы, пока этого стоит только ждать. Ну, всегда есть ресурс, откуда брать вот эту историю, да, есть вот источник, который необъятный, сложно его экранизировать. И они могут взять и постепенно это все экранизировать. Но они хотят еще сильнее все ужать, как я думаю, и сделать все худо-бедно как-то, как получится. Вот, так что я не ожидаю никаких хороших кастинговых решений в будущем, какого-нибудь качественного чоппера, хотя надежда на это есть, но если будет один качественный чоппер, тогда все остальное будет на уровень ниже, это точно. Потому что экранизировать это будет сложно. Я уже, наверное, достался. Экранизировать это будет сложно, бла-бла-бла. Вот. Давайте лучше поговорим о костюмах, которые меня здесь беспокоили, хотя я не думал. Я думал, это последнее, что будет меня беспокоить по трейлерам. Это костюмы и декорации. Хотя вот в некоторых местах декорации выглядели, дешевенько. Не знаю, это мне тоже не понравилось. И костюмы слишком зализанные, какие-то, как будто они не пираты, с модного показа вышли. Плюс ко всему, не всегда видны там какие-то повреждения одежды, которые, естественно, если ты мореплаватель, путешественник. Вот. И то же самое касается причесок. Вообще, вот в этой адаптации, наверное, одни из самых худших париков, которые достаточно сильно видны и бросаются в глазах. И вот какие-то мелочи есть, например, у Зора там в битве сгибается, и вот всякое такое мелочи какие-то есть, вот отвлекающие. Например, у Зора там меч как-то сгибается, когда он кувыркается. У Санджи там, у актера, видимо, язык проколот, и там есть момент, где он вот так типа делает, языком как-то, и там видно, что у него железка какая-то во рту. В сцене, где один персонаж привозит другому награду Луфи, у Шанкса вообще какие-то типа сандали в виде, ноги в сандалиях. Вот. И как-то это все выглядит странно, вроде ты этого не замечаешь, а потом, если вот задумаешься, присмотришься, и как ты думаешь, а неужели они этого не заметили? Ну, вообще, мне кажется, One Piece по итогу оказывается одной из самых сложных для экранизации историй. Слишком много персонажей, слишком много спецэффектов и слишком нужен скрупулезный подход. Местами у Netflix получилось достичь этого скрупулезного подхода, но иногда это было просто глупо, нелепо, кринжово. Многие моменты вообще вбивают в ступор. Персонажи почему-то ведут себя совсем не так, как вели раньше. И вообще, как будто бы это не совсем та же история. И как фаната это, конечно, расстраивает. Но зато благодаря этому появилось желание продолжать смотреть и читать One Piece дальше. Потому что, несмотря на то, что аниме-адаптация не удалась, тем не менее, она дала плюс к популярности One Piece. И я этому, опять же, несказанно рад. Ну, а мы будем все еще надеяться, что дальше будет только лучше. Вот такая история по итогу у них и получилась. Она странная, сумбурная, иногда нелепая и глупая, но при этом что-то в этом всем было. Фанатам One Piece, я думаю, стоит посмотреть и продолжить читать мангу. Тем, кто впервые посмотрел сериал, надеюсь, они захотят посмотреть. Надеюсь, что те, кто посмотрел сериал, захотят ознакомиться с оригиналом, и он их не разочарует. Вот. И
И это было бы прекрасно, если бы было больше людей, которым нравится One Piece. Потому что это действительно легендарная манга, и я рад, что у ее автора получается достигать вот новых и новых вершин. Вот игра главных героев — это вообще что-то иное, вообще с какой-то другой планеты. Ну, подумай. Ну и я сыграю такого персонажа, как в манге и в аниме, но при этом по сценарию, который вот адаптации. И получается, что в каком-то более-менее реалистичном мире, ну, более-менее, понятно, в кавычках, в более-менее реалистичном мире живут какие-то анимешные играющие люди, которые вообще то не доигрывают, то переигрывают. Особенно это касается главного героя, который слишком много кривлялся, на мой взгляд. И Коби. Вот самый худший актер в этом плане — это Коби. Это вообще, у него всегда одно и то же лицо вот такое. И каждый раз оно вот что бы мы ни говорили. Я не знаю, это как так вообще, блин, тут что это такое? Окей, Гарп здесь. Почему-то здесь всеми манипулирует, блин. Сам Луфи вообще, он просто что-то ходит, от еды отказывается. Луфи, который все ест, все ест, все ест, все ест. Он здесь отказывается от еды. Ладно. Он здесь что-то про мечту вообще, что-то тут... Я не могу вот сформулировать об этом мысли, долго думал, и так и не смог понять, вот что-то было не так вот с тем, что вот с его мечтой. Как будто бы здесь его мечта не так важна, как было это в аниме. Вот. Нами здесь почему-то уже для Нами здесь не деньги важны. Здесь для нее важны знания. Вот так. Ну, Усоп это вообще... Усоп просто появляется, а потом ничего не делает. Капитан Усоп один раз это говорят. То, что он капитан Усоп. Ну, два. Вообще не вспоминает, он ничего не делает. Никак себя не показывает. Это вообще супер блеклые копии. Вот Нами и Усоп худшие персонажи. Санджи просто какой-то огромный шкаф, больше чем Зора, без бровей. Я даже не знаю, но это как-то вообще уже слишком. Даже для меня я снисходительно пытался относиться, вот, не поддаваться всеобщему хейту со стороны какой-то вот этой узенькой базы, да, людей, которые не нравится это. Вот. Но я остался. Баги — это плюс. Баги вот здесь красив, хорош, интересен. Денденмуши тут смешные. Альвида — это просто... Ну, мы не будем об этом говорить. Кто там еще был? Что я уже не помню. Орлонг. Ну, Орлонг — это смешно. Вообще все рыбы-люди, вот это вот их ботоксное, латексное чудище. Мне не нужно было настоящих рыбу-людей на съемках. Нет, ну просто какой-то более качественный подход. Может быть, как-то чуть-чуть доработать с графикой на постпродакшене. Да, вот у них есть костюм, может быть, чуть доработать. И вообще, а где... Ну, да, есть такой персонаж. Такой осьминог, который Зора дрался в Орлонг парке, который будет важен для арки рыболюдей там через 500 глав. Ну, почему его здесь нет? И вообще даже ни намека на него нет. И мне это тоже не понравилось. Ну, вообще многих персонажей вырезали, как будто бы они вообще не будут дальше участвовать. Хотя многие из них будут и не просто будут участвовать, но и сыграют важную роль в дальнейшем повествовании. Не знаю, зачем они это сделали, но на самом деле это, кажется, для меня выдает то, что многие из тех, кто производил сериал, вообще не смотрели дальше, ну, вот этих вот экранизируемых эпизодов. Не читали, не смотрели. Может быть, краткое содержание прочитали. Вот. Как-то не стали думать наперед, а просто такие, ну, получится, не получится, и ладно. Ну, вот и ладно, и аукнулось, потому что, ну, теперь... Не то чтобы это прям уничтожит дальнейшее повествование, теперь все будет непонятно. Ну нет, ну просто придется выкручиваться, опять наворотить чего-то непонятного, чего-то другого, чего-то нового. Вот. Ну и, конечно же, у них не получится сделать так же. Но я не требую от них сделать так же. Я требую от них сделать хорошо так, как они могут. И точно лучше, чем так, как у них сейчас получается. Ну, я верю, что дальше у них может это получиться, но сомневаюсь. Вот. Ну, будем надеяться. Думаю, на этом можно и закончить. Спасибо вам за просмотр, друзья. Всего вам доброго. Играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы и помните, все будет
Хорошо. Пока.